Привет! Меня зовут Аня, и это мой видеодневник питания. Целью этих видео будет налаживание пищевых привычек, паттерна питания. Также я хочу начать лучше понимать себя, свое тело, то, чего оно просит. Начать есть более качественно, потреблять больше белка, больше хороших жиров и углеводов, не шеймить себя, никак не давить на себя, а просто приводить свои привычки к тому адекватному виду, который сейчас, на данный момент, мне больше всего подходит. Хочу сразу подчеркнуть, что эти видео не являются прямой инструкцией к действиям. Я ни к чему вас не обязываю, не мотивирую к диетам или к спорту, если вы этого не хотите. Все, что я возможно, транслирую, это просто хорошее отношение к себе и к своему телу. Мой рацион, мои привычки далеко не образец. Я не диетолог, не нутрициолог, не профессиональный спортсмен и не врач. Поэтому вы не обязаны воспринимать это видео никак иначе, кроме как развлекательный контент. Пожалуйста, добро пожаловать, приятного просмотра. Сразу извиняюсь за этот фрагмент видео. Если вы не любите закадровый голос и пришли посмотреть на повседневность, мотайте на 5-ю минуту. Потому что вначале я никак не комментировала происходящее, я просто снимала еду и как ее ем. Вот, например, секси-бутерброды в кровати. Я сейчас пробую заниматься дома чем-то вроде йоги, местами пилатеса в качестве эксперимента. Но у меня всю жизнь проблемы с растяжкой. Она у меня просто отрицательная. Короче, деревянная. Да и вообще я обнаружила, что у меня в целом слабое тело и плохой баланс, кроме некоторых групп мышц. Например, на мое удивление, у меня стальной пресс. Я не знаю, как это получилось. Мне кажется, под моим жирком там все 10 кубиков прячутся. Но даже так очень сложно тренировать кор. Мне полюбилась варено-копченая куриная грудка, потому что ее не надо готовить. В ней много белка и почти нет жиров по сравнению с той же самой ветчиной. Да и бутерброды с ней вкуснее. А еще у меня тут сырный суп из простой еды. И ее вообще будет много. Я офигела от того, как много калорий в рафе. Я, кстати, впервые взяла лавандовый. Офигеть, он вкусный. Но чизкейк был слишком сладким для меня. Я тебе говорила. У меня будет видеодневник питания. Я просто буду подводить итоги каждый день в таком формате для большей прозрачности. День 2. Мы поехали далеко от дома, взяли с собой еды, чтобы не покупать фастфуд. Блин, это офигенное решение. Люди в поездах с вареными яичками и огурцами, привет, я вам полностью солидарна, это идеальная пища с собой. Да и вообще, я считаю, дорога не повод откладывать качественное питание на второй план. Что может быть лучше сочного огурца на парковке в машине? Ставьте лайк, если такая двусмысленность вас не задевает. Ближе к середине видео закадрового голоса станет меньше, потому что до меня доперло, что видео получается тупым. Я просто подведу итоги второго дня так, а дальше уже слушайте, пожалуйста, мои прямые изречения и напишите, пожалуйста, в комментариях, любопытно ли вам вообще калорийность и БЖУ всего, что я ем в кадре, потому что мне дико в напряг это все вставлять в видео, если честно. Вкуснее всего была картошка и овощи. Что было самым вкусным? Картошка.
Тоже так считаю. Это день 3. И я собираюсь на работу. Надеюсь, вам видно. Я вчера наготовила целую кучу еды. Курочка с макарошками. Берем в холодильник. Курочка терияки. И картошечка. Мне вчера так хотелось съесть вот этот весь пакет. Но я молодец. Я ограничилась всего 3 печеньками. Завтракать нужно хотя бы чуть-чуть. Хотя бы потому, что если я не ем, то в течение дня мне вдвойне сложнее набрать белка и при этом не перебрать сильно по калориям. Поэтому давайте я поем яичко. Главным голом за прошлые 2 дня у меня было то, что я ела очень много белка. Я все время была сытой. Так вот. Завтрак чемпиона. Сахар, да. Я просто пытаюсь примерно запоминать, что я ем. Я запишу все это в приложение. На самом деле, я думала, я ем много углеводов. Но это не так. Я переедаю конкретно от жиров. Я терпеть не могу пасмурную погоду. Сейчас я радуюсь только потому, чем меньше солнца, тем больше дождя, тем меньше пыльцы в воздухе. У меня дичайшая аллергия на березу. Я не так давно сдала анализы и офигела, насколько всего у меня есть, оказывается, аллергия. Я узнала, что у меня аллергия не только на березу, но еще на много пищевых продуктов, несмотря на то, что панель аллергенов, которую я проверяла, на самом деле была небольшая. Все. Мы собрались. Мое спасение. Если я не буду их капать и пить таблетки, у меня начнется конъюнктивит очень быстро. Все прекрасно, но яйцо встает поперек горла, надо было себе овощей каких-нибудь нарезать. Береза пытается меня убить. Мне кажется, если я возьму березовые почки, засуну их себе в нос, я просто от анафилактического шока умру. В следующем году я просто уеду на несколько недель в апреле куда-нибудь, чтобы у меня не было этой аллергии. Что-то я прям совсем подсела на эти мини-тренировки. Это выглядит легко. Попробуйте сделать так несколько минут. Это жопа. Я на самом деле не так быстро все это делаю. Просто ускорение. Четко. Лайк. Респект. Я подсела на еду из простой еды и не могу представить себе своих обедов без нее. У меня тут салат со свеколкой. Я сюда кинула 1 яйцо и рыбная паровая котлета и пюре. Кушаю и бегу на работу. Скорее всего, всю эту неделю все мои обеды будут такими. Потому что я это обожаю. Обожаю свеклу. Давайте ужинать. АСМР из звенящего холодильника и чавканья. Я совершенно бессовестно обглодала 3-дневную курицу-гриль. Всю кожу я оставляю. Кот, знаешь, мне нечего тебе предложить.
Оно все в специях и соленое. Твои почки это не отменят. Этот листик, наверное, всю дорогу перекрывает обзор, да? Теперь, когда я оставила курицу с кожей и костями, давайте подумаем, какой же нормальный ужин сейчас я поем. Картошечку, филейку. Вот что меня интересует больше всего за этот ужин. Картошка без майонеза, картошка на ветер. Все, достаточно. Я с таким кайфом поела сейчас курицу гриль, что вот этот сексуальный кусок мяса меня перестал привлекать, так что я даже не хочу к нему притрагиваться. Оставлю его Льву Анатольевичу. Как сочно. Я хочу кофе с печеньками и жареный миндаль. Просто хочу кофе с печеньками, с шоколадкой и миндаль. Кофе, 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 кофе. Доброе утро. Сегодня у меня настроение какое-то... Я вообще не уверена, что я хочу кушать. Наверное, я сделаю себе бутерброды с куриной грудкой, копчено-вареной, и с каким-нибудь огурчиком, кофе. И у меня осталась одна печенька, вот эта овсяная с шоколадными кусочками. Честно говоря, я вот ела эти печенья, и мне теперь их не хочется. 42. И 101. Немножко. Вот. Сегодня у меня обед практически такой же, как вчера. Рыбная котлета на пару, картофельное пюре, но вместо свеклы у меня вот такой вот крабовый соблазн. И я не съела печеньку, которую себе оставила на завтрак, поэтому съем ее сейчас. Вот так вот, приятного аппетита. Он музон будет, если ты не укажешь. Если ты не укажешь по Алексею. Я вернулась с работы. Сейчас покажу, что я себе на ужин приготовила. Профессионально так я себе оставила горсть салата в обед, нарезала огурок, горсточку орешков. Что-то мне прям смотрю на этот миндаль, прям хочется так его кушать. И курочка с макарошками. Кока-кола Zero. Обожаю миндаль. Только не деритесь. Я так вкусно кушаю, не хочу вас разнимать. Вчера вечером у меня был вкуснейший перекус Big Tasty со средней картошечкой. Поэтому сегодня завтрак у меня будет попроще. И снова обеденную программу у нас открывает простая еда. Я, честно, уже устала есть эти рыбные котлеты с пюре. Хотя они такие вкусные, но просто каждый день надоедает. Сейчас я пойду посмотрю, что еще я могу купить. Потому что в ежедневном комбо на этот месяц либо вот эта рыбная котлета с пюре, либо пюре с ветчиной и грибами. А вот это пюре с ветчиной и грибами, оно такое жирное, оно прям все в масле. И вроде оно вкусное, но после этого как-то уже не очень хорошо. Весь смысл в чем, что я хожу в эту простую еду, потому что это выгодно получается. Ты там платишь 130 или 160 рублей, в зависимости от комбо, и у тебя просто полноценный обед в тазике, не в тазике, но в общем,
порционно, все калории посчитаны, у тебя есть вот этот ланчбокс пластиковый, ты можешь ее с собой взять, удобно. Гость нашей программы — овощной рагу и котлета, ёлы-палы, фокус, и котлета из говядины и курицы. Кисловато. Рагу кисловато. Котлета ничего. Но в целом так себе. День 6. Офигеть, день 6. Я думала, моя главная проблема в том, что я ем мало белка и переедаю. Но я ем достаточно белка, не сильно переедаю, но ем очень много жиров. Орешки. Завтра надо будет провести аналитику результатов. Завтрак был у меня попроще, поэтому обед у нас будет чуть сдобрен. Это гороховое пюре, я его прям обожаю. Снова амбассадор приема пищи «Простая еда». Так что сейчас буду наслаждаться рыбной котлетой пюре, гороховое пюре и свекла с соленым огурцом и какой-то зеленью. Правда, на самом деле что-то не особо видно, какие-то вкрапления. В общем, да, приятного мне аппетита. Я еще на работе, я поела горький шоколад. Купила себе плитку, чтобы перекусывать, когда настроение падает и голодно становится. Вот когда еще я смогу поесть рыбную котлету, если не в обед? Великолепие. Обожаю горох и все, что делают из гороха. Восторг. Доброе утро. Это день 7. За эти несколько дней я поняла, что в будни я как-то мало снимаю. Сегодня пятница. Я заканчиваю и завтра начинаю новый выпуск, поэтому давайте я постараюсь исправиться за последние несколько дней, когда я просто делала кадр своего обеда и скипала всю съемку. Целью моего видеодневника, так скажем, не является быстрое похудение. Я просто хочу примерно начать представлять, сколько белка я ем, как сильно я переедаю, и начать немножко контролировать свои пищевые привычки, чтобы они стали более здоровыми. Просто потому что раньше мне казалось, что я питаюсь хорошо, что я питаюсь нормально, не слишком-то вроде бы и вредничаю. Я, наоборот, хочу нормализовать то, что питаться можно не идеально, но при этом иметь здоровое пищеварение, здоровое отношение к еде и жить полноценно. Итак, сейчас уже 9 с чем-то утра. Я сегодня проснулась, наверное, часов 5:30. Я превращаюсь в свою маму. Мам, привет. На самом деле я проснулась, потому что Лёва с утра пошел в зал, у него прозвенел будильник, и все, я уже не смогла уснуть, я не выспалась. Давайте что-нибудь покушаем, потому что я уже 4 часа на ногах. Я только воды попила, все, мне нужно поесть. Поесть что-нибудь хорошенькое. Я вчера попробовала приготовить вот такие вот овсяные печеньки. Здесь только яйцо, сметана и перемолотая овсянка. Совершенно безвкусные, поэтому я вчера ела их со сгущенкой. Мне кажется, я сейчас тоже поем эту печеньку. Что в ней хорошо? Из-за того, что здесь нету быстрых углеводов, а только овсянка и яйца, оно очень долго переваривается и долго приносит энергию. Сгущеночка, чуть-чуть, очень даже хорошо.
порция 50 грамм получилась. Я, кстати, сюда еще пустила финики. И вот финики реально тема. Вот я сколько видела вот этих ПП-рецептов, где люди пускают финики вместо шоколада. Думаю, вот херня. Нет, реально вообще очень вкусно. Прям настоящий полноценный десерт, как из какой-то кофейни. Чуть-чуть сгущеночки для печеньки, потому что она не сладкая. Невыносимо сложно заставлять себя все это считать, особенно тогда, когда готовишь еду самостоятельно дома, потому что взвешивать каждый ингредиент, потом все это прикидывать, записывать это в рецепт в приложении. И нужно еще понимать то, что при жарке, при варке, при запекании влага испаряется, и масса итогового продукта, она не равна сумме масс всех ингредиентов, которые были изначально. Поэтому это все супер необъективно, невозможно досконально посчитать все калории за день, поэтому можно думать, что ты съел 1600 калорий, а на самом деле ты съел гораздо больше. Или наоборот, гораздо меньше. Я это все понимаю. Я ем очень много жиров, что не всегда хорошо, но так как я женщина, и женщинам жиров потреблять нужно значительно больше, наверное, это нормально. И благодаря им я чувствую себя сытой. Я старалась кушать больше белка, но вместе с белком приходят и жиры, потому что чаще всего это либо белок из мяса или из молочных продуктов, или из орехов. А в орехах, конечно, жира больше, чем белка, поэтому все это закономерно. Я пока не могу сделать вообще совершенно никаких выводов. Я ничего не поняла за неделю, честно скажу. Второй итог, который я могу сказать за эту первую неделю. Появляется не очень хорошее желание попасть в то число, которое предлагает приложение при подсчете суточной нормы. Часто я испытываю какое-то фантомное чувство вины за то, что я съела больше, чем указано в приложении. Хотя при этом у меня нет цели похудеть. И это плохо. Подтверждают мои слова. Ладно, закончим разговор. Потому что у меня убежал кот. No. Блин, кот. Да, согласна с тобой. Ты прав. Such a waste. И снова наше обеденное блюдо — это пюре с рыбной котлетой и крабовый соблазн. Что бы я делала без простой еды? Кстати, для тех, кто не знает, я работаю в 15 минутах от своего дома, поэтому обедать хожу домой. Даже несмотря на то, что я кушаю не домашнюю еду. Мне так удобно, мне так... Вот. Он все сказал. Белиссимо. Я без понятия, из чего она. Но для меня это вкус школьной столовой. Вот там. Вот никто не ел в школе эти рыбные котлеты. Зато я теперь сейчас ем. Фантастика. На ужин у меня то, что я готовила на выходных. Вон, доедаю кусочек сыра. Тут у меня курочка с морковкой и терияки, запеченная картошка и часть салата осталась с обеда из простой еды. Спустя 5 дней после того, как я приготовила, я впервые пробую эту курицу. И она такая вкусная.
Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие части. Завтра я уже начну снимать новый выпуск. Поэтому до скорых встреч!